Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск настоящих новостей страйкбола. Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Вообще, этот выпуск можно было смело назвать новости страйкбольной пиротехники. Опять куча новинок и опять в основном про бабахи. Нет, ну серьезно, у меня уже складывается впечатление, что ничего нового, кроме пиротехники, для страйкбола не производят. Но мое дело маленькое — рассказывать про то, что есть. Начнем с недоновости опроса, потому что некий очень известный производитель пиротехники поделился инсайдом, что они работают над своей страйкбольной версией автоматического гранатомета с ленточной подачей АГС. Заявлена технологичность, копийность, прицельная стрельба на дистанцию до 150 метров и наверняка не маленький ценник. И, наверное, именно в связи с этим производитель хочет выяснить, насколько такая штука вообще будет востребована и сколько, по-вашему, такой гранатомет должен стоить. Все, что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Ну, а мы идем дальше. Дальше нас ждут новинки от StrikeArt. Итак, идем дальше. Во-первых, StrikeArt решили обновить свою страйкбольную версию гранаты М67, сделав ее более антуражной и даже, наверное, правильнее сказать, копийной по отношению к боевому оригиналу. Впервые на рынке скоба будет выполнена из металла. Более того, и скоба, и корпус будут с реальными маркировками. Корпус гранаты будет выполнен в форме яблока, как у оригинала. При этом также планируется учебная версия в корпусе, так сказать, сдавленного шара, имитирующая учебную М69, как это происходит в реальности. Светлой стороне тоже очень повезло, потому что StrikeArt наконец выпустили свою версию страйкбольной гранаты РГД-5. И тут опять заявка на самую копийную страйкбольную версию РГД-5 на рынке. Скоба будет выполнена из оцинкованной стали, и при этом скоба правильной формы, как у оригинальной РГД-5, а не как у F1, как это обычно бывает. Корпус гранаты также про копийность. Правильные маркировки, правильная форма и даже точки, как у оригинальной гранаты. Цвета также подобраны правильные, разумеется, для одного из вариантов реальной РГД-5. Потому что у оригинальных РГД-5 цвета еще как плавают. Как обычно, будет несколько вариантов с горохом, шарами и 4-м и 6-м пироэлементами. Ценник в зависимости от версии будет от 190 до 230 рублей, а для тех, кто хочет РГД-5 еще бюджетнее, StrikeArt сделали версию, правда, без маркировок и активной скобы. Упрощенная версия называется Легионер, как намек на продолжение бюджетной линейки Пионеров. На них ценник будет от 110 до 120 рублей за штуку. В прошлом выпуске мы говорили про выстрелы Москит, но ничего не говорили про пусковые устройства. Так вот, StrikeArt планирует выпустить всю линейку пусковых под Москит. То есть будут и гильзы под разные подствольники, и готовые пусковые устройства от StrikeArt, и отдельно нарезные стволы. Все как с чекистами, только под Москит. Перечислять все нюансы новых пусковых устройств в новостях не получится, иначе 2/3 всего выпуска будут про эти пусковые устройства. Но если вам очень интересно, я оставил ссылку в описании, там есть все подробности, переходите и смотрите. В это время компания БК решила прокачать бюджетный сегмент очередной новинкой и представила обновленную версию гранаты Scout. По сути, это классическая страйкбольная компактная 40-мм граната, но с измененным узлом инициации. Не секрет, что у бюджетных гранат нитка является слабым звеном, то есть она рвется и инициация не происходит. А тут такой же узел, как у гранаты Рекрут, то есть пластиковый с закрытым воспламенением, и инициируется выдергиванием металлической чеки. Внутри 4-й пироэлемент и горох, эффект погремушки отсутствует, вес 100 грамм. Но самое интересное в этой гранате — это ценник 85 рублей за штуку. Вы только посмотрите, что делает конкуренция среди производителей. Еще несколько лет назад мы даже и не могли подумать, что мы сможем получить гранату с такими свойствами за такие деньги. Идем дальше, и, разумеется, не обойдется без новостей от компании Tagin. А Tagin исторически это в основном летающая пиротехника. Многие из вас ждали и, наконец, дождались. Полная линейка выстрелов и пусковых с ударной инициацией и вышибным зарядом готова. Как вы уже знаете, эта линейка называется Kick Charge. В линейку входят гильзы с ударной инициацией, которые можно использовать в любом стандартном гранатомете, без использования всякого газа или аккумулятора. Разумеется, сами выстрелы, их всего 6. Разрывной с 2-секундной задержкой, разрывной с 3,5-секундной задержкой, разрывной с 5-секундной задержкой, выстрел с двойной инициацией, ударный и с замедлителем, маркирующий и дымовой. Также будут уже готовый гранатомет МЛ-36 под выстрелы с ударной инициацией и комплект для переделки газовых МЛ-36 в версию Kick Charge.
СО2-версию ML36 я бы, конечно, перевел под вышибные выстрелы. Но вот в случае с ВВД-версией я бы не стал, потому что ВВД в любом случае будет стабильнее, точнее и тише. Для стрельбы из ML36 выстрелами с ударной инициацией вместо стандартных пластиковых поддонов нужно будет использовать специальные алюминиевые. Они будут не сильно дороже пластиковых, но в разы надежнее и долговечнее. Старт продаж запланирован на март, цены мы узнаем тоже в марте. Кроме того, Тагин после 3 лет разработки, тестов, переделки и опять разработки наконец готовы начать продажи минометов Dominus. В итоге будет версия на вышибном заряде, и изменений на самом деле много. О них расскажут на Страйконе. Для реализации разных тактических задач выстрелов будет несколько. Точно будет разрывной, дымовой и некий разрывной трассерно-свистящий. Но, к сожалению, 80% первой партии будут распроданы на иностранный рынок. В России будет продаваться всего 21 миномет. Предзаказы на них будут принимать уже на этом Страйконе. Если вы сильно заинтересованы этой темой, то обязательно подойдите на стенд Тагин и сделайте предзаказ. Тем более, наверняка самые главные новинки Тагин припасли как раз таки для Страйкона, и вы сможете на них посмотреть. А буквально пару дней назад в магазин Airsoft Store приехала большая поставка страйкбольной пиротехники как раз таки от Strike-Art и Tagin. На складе в наличии дымовые шашки, ручные страйкбольные гранаты, пусковые устройства, страйкбольные гранатометы и, разумеется, выстрелы для этих самых страйкбольных гранатометов. Сейчас на часть позиций действуют скидки, поэтому переходите по ссылке в описании и делайте запасы к сезону. Тайваньская компания Xianjun Enterprise, надеюсь, я правильно назвал, внезапно выкатила гранатомет BDG-14 с ленточным питанием. Что-то мне подсказывает, что это ICS с доработками, но это не точно. Стреляет эта дура стандартными страйкбольными 40-мм выстрелами. То есть там это просто дробовик на газу, а у нас, если использовать те же таги, это будет ручной аналог АГС. Модель, которую показывают в ролике, с лентой, напечатанной на 3D принтере. Подкрутка происходит от моторчика с аккумулятором. Аккумулятор находится в пеке на цевье. Других подробностей про этот проект у меня пока нет. Но это все что-то на богатом. А есть что-нибудь побюджетнее, а лучше всего вообще бесплатное. Ну, вообще есть. Мастерская Big Gun пообещали, что в скором времени выложат 3D-модель страйкбольного гранатомета АТ-4 и список материалов, которые нужно взять, чтобы собрать этот гранатомет самостоятельно. Не бесплатно, конечно, но недорого, не более 1000 рублей за модель. А материалы, как известно, можно выкружить у Степаныча за бутылку. По крайней мере, так постоянно говорят в комментариях к каким-то готовым продуктам. Еще по точно такой же схеме мастерская планирует выложить модели страйкбольных гранатометов Matador, PS-RL-1 и компактного гранатомета для стрельбы выстрелами от Страйкарта, который называется Сверчок. Как малыш, но только Сверчок. А еще позднее будет модель Panzerfaust 3. Вообще достаточно забавно, что появился такой формат пусковых устройств, который вы можете напечатать на 3D принтере и самостоятельно собрать. Правда, работа всего этого не гарантируется, и все зависит от прямоты ваших рук. Поэтому, если вы этим будете заниматься, то занимайтесь на свой страх и риск. Ссылку на всякий случай я оставил в описании. А чтобы на сегодня уже добить тему 3D-печати, мастерская Heavy Barrel выложила в общий доступ модели слайдов для AEB-глоков от CIMA. Там есть целая куча моделей слайдов для 17 и 18 глока с креплением для прицелов РМР и без него, а также целый карабин-кит. Модели бесплатные, можете скачивать и печатать. Разумеется, все на свой страх и риск. Ссылочку в описании я прикорячил. ССО показали свой новый штурмовой рюкзак, называется ASAP. Он предназначен для однодневного использования, при этом достаточно плоский, что делает его интересным вариантом для военно-тактических игр. Очевидно, что при создании этой модели ССО вдохновлялись рюкзаком ASAP от одного известного американского производителя очень дорогих рюкзаков. Объем версии от ССО 20 литров, внутри есть жесткий каркас. Высота спинки имеет возможность регулировки под рост пользователя. Будет выпускаться в расцветках черный, олива, EMR, спектр, спектр СКВО и мультикам. В зависимости от ткани цена будет от 5100 рублей до 6100 рублей. Купить такой рюкзак можно по ссылке в описании. Компания HAO анонсировала реплики креплений ров для РМР, с помощью которых можно установить прицел РМР на моноблок LPVO под углом 45 или 90 градусов. Каждый вариант будет выпускаться в черной и песочной расцветках. Материал алюминий марки T60, 61, T6. Ценник $65.
А в это время компания PTS Syndicate расширяет линейку Unity Tactical Fast. Появился монопод для оптики LPVO с креплением RMR, высокое крепление со встроенной механикой MicroRacer, повышающая планка MicroRacer, крепление для магниферов и выносная кнопка для фонарей и тактических блоков. Цветовые решения черный и DE. Другой информации у меня пока нет. Мастерская White Box Customs начали принимать заказы на крышке ствольной коробки для М249 из алюминия марки D16T. Если вы вдруг пропустили, это цельнофрезерованная деталь с остальными закладными общим весом всего 296 грамм. Заявлена максимально возможная копийность и возможность нанесения нужных маркировок. Покрытие анодирования с предварительной абразивной обработкой для матовой текстуры. Ценник 15 990 рублей. Человек, запомни, проект Leaf. Тебе нужна дорогая оригинальная снаряга. В ней ты будешь неотразим. У тебя будут лучшие фотографии. Тебе будут завидовать. Отнеси нам свои деньги. Купи оригинальную снарягу. Она стоит дорого, поэтому тебе понадобятся все твои деньги. Поменяй бумагу на оригинальную снарягу. Покупай оригинальную снарягу. Гордись оригинальной снарягой. Запомни, проект Leaf. Что это было? Ладно, идем дальше. Гонконгский магазин Octagon Airsoft выложил в продажу новые магазины для газового АКМ от Tokyo Marui. Емкость 35 шаров, ценник $65. Все, конечно, круто. Магазины лицензированы Strike Industries. Но какого хрена они, простите, формата 5.45 для АКМ? Автор, наверное, тот же самый, который кладет в коробки со страйкбольными АКСУ магазины формата 7.62. Можно я не буду больше это комментировать? Ладно, проехали. Компания Minecraft в дополнение к своему корпусу для М4 анонсировала облегченный скелетный вариант, который наверняка оценят спецсофтеры. Материал изготовления алюминий марки 7075T6. Покрытие анодирования. Крепления цевья и приклада стандартные, как у классических Marui. В комплекте помимо половинок ресивера также есть пины и шторка-окошко для экстракции гильз. Ценник $355. И если покупать на стадии предзаказа, то дадут еще спуск, селектор, кнопку сброса и кнопку фиксации магазина. На выбор есть несколько расцветок, отгрузки начнутся уже в марте. А еще Minecraft сделали спусковой крючок в более классическом варианте. Ценник $9,5, но предзаказ пока еще не запущен. А у меня на этом все. Как всегда, предлагаю обсуждать видео и общаться в комментариях. Ваше общение поднимает активность видео, и видео лучше распространяется в сети YouTube. Также предлагаю поставить ваши уверенные классы вверх, потому что я старался. Увидимся. Кстати, увидимся через неделю на Страйконе. Теперь точно пока.